Вот я даже тематическую футболочку надела. Всем привет! Второй раз я пытаюсь записать это видео. Первый раз, не сложилось. В этот раз должно все получиться. И в этом видео я хочу ответить на многочисленные вопросы о том, где я учусь, как я учусь, на кого я учусь, и множество других вопросов, связанных с образованием в США. Максимально емко попытаюсь изложить все эти огромные объемы информации. Надеюсь, вам будет интересно. И первый, самый часто задаваемый вопрос — это на кого я учусь, какая у меня специальность, факультет, whatever. Я учусь на программе социального предпринимательства. Социальное предпринимательство никак не связано с социальными работниками, как часть моей семьи думала. Социальное предпринимательство — это обычное предпринимательство, но только направлено на решение каких-то социальных проблем. Фактически, как мне кажется, любой бизнес, любое предпринимательство должно быть социальным. Любой бизнес должен решать какие-то человеческие проблемы. Это не charity work, это не... Мы там не работаем бесплатно. Нет, это такая же организация, допустим, у моего одноклассника, это компания по производству одежды, да, и их социальный аспект заключается в том, что все работники получают хорошую зарплату в процессе производства их одежды, окружающая среда не так сильно загрязняется. И такие моменты, это то, что делает их бизнес социально friendly. Потрясающая программа. Нравится ли мне учиться? Безумно. Это безумно интересно. Помимо такого еще образовательного стандартного аспекта, к нам приходит огромное количество людей из индустрии, предпринимателей, работников разных компаний, глав разных компаний. К нам прилетают из Нью-Йорка, из США, из Кремниевой долины. Огромное количество очень крутых людей, и помимо того, что они нам просто дают какую-то информацию, да, это расширяет наш нетворкинг, то есть связи. Нетворкинг — это, мне кажется, 60% или 70% успеха любого бизнеса. Далее. Где мы живем, как мы живем, где это все находится. Такая основная информация про университет. Я учусь в Lynn University. Находится он в городе Бока-Ратон. Это Флорида. Где-то 30-40 минут севернее от Майами. На берегу до пляжа где-то минут 15-20 на велосипеде. Я езжу на велосипеде, потому что нет машины. Сам университет, кампус университета. То есть кампус — это такой студенческий городок. Все, что относится к университету, находится в этом студенческом отгороженном городке. Что есть на кампусе? На кампусе есть все, то есть фактически можно не выходить за пределы студенческого городка и быть счастливым, спокойным. То есть общежитие, столовая, учебные классы, библиотека, комнаты для коворкинга. То есть у нас есть отдельный этаж, где можно прийти и просто работать. Это не библиотека, библиотека — это отдельное здание, а это именно такой coworking space. Спортивный зал, бассейн. На прокат можно брать велосипеды бесплатно, каршеринг, что очень удобно, поэтому, кстати, я получила права. На кампусе, на парковке у нас стоит там 4 или 3 машины, ты заходишь с приложения, получаешь код, вводишь код, получаешь ключи от машины, садишься, и там на сколько ты часов там арендовал машину. Час машины стоит, по-моему, $5. Uber получил себе дороже. Непосредственно условия проживания и питания. Все мы живем на кампусе. На моей программе мы живем в комнате по 3 человека. В каждой комнате есть две гардеробные маленькие такие комнатки, где мы, собственно, все вещи складываем. Комнаты сами по себе очень большие, то есть, мне кажется, туда бы еще человека 3 можно было поместить. И своя ванна с туалетом. На 3. Мне нравится, мне комфортно. Это общежитие, оно везде. Общежитие. Весело. Очень. Питание. Шведский стол 24/7, то есть еда есть постоянно, она входит в стоимость проживания и питания, то есть не надо платить за свайпы, да, то есть за каждый прием пищи ты не платишь, они у тебя unlimited, без ограничений, ты можешь есть сколько тебе влезет. По еде меня более чем все устраивает. Есть еда уже готовая. Есть некоторые станции, куда ты подходишь, что-то заказываешь, и при тебе готовят, но тебе придется подождать, пока это приготовится. У меня есть видео-влог из моего универа, и там столовую можно увидеть. Я там ссылку куда-то сюда добавлю. И самый, конечно, плюс кампуса и жизни на кампусе — это то, что все в 5-минутной доступности. Я тут поняла, я не могу записывать, когда камера заряжается, поэтому у меня осталось 19%. Надеюсь, хватит. Следующий пункт. Денежки. Деньжули. Сколько же все это счастье стоит? Недешево. Значит, обучение, проживание, питание, страховка и iPad. Всем выдаются iPad. Стоит $54 000. Дополнительно к этой сумме каждый, кто собирается учиться в университете, должен добавлять расходы на визу
и перелет, собственно. Ну и там расходы на какие-то личные затраты, хотя я от себя скажу, что я денег фактически не трачу там, потому что еда оплачена, проживание оплачено, как бы там, может быть, какие-то шампуни там купить в месяц, ну, баксов 20-30, я думаю, даже меньше. Но я могу сказать вам со 100% уверенностью, что 70% людей, учеников не платят даже близко к этой сумме. Это одна, на самом деле, из стратегий университета. Они ставят высокую сумму, потом они дают тебе стипендию, и в итоге оказывается, что тебе из 54 тысяч нужно платить там только 35. И ты такой, ой, какой я молодец, я получил стипендию. Но это не важно. Почему? Потому что на моей программе у нас есть отдельное финансирование для студентов, и оттуда мы получаем свои стипендии. На программе социального предпринимательства все получают стипендию как минимум 50%. Есть люди, которые получают полную стипендию, есть люди, которые все равно там доплачивают 5-10 тысяч в год. Собственно, и это очень удобно, потому что платить все-таки такие деньги у большинства, как минимум, российских семей нет возможности. Как высчитывается стипендия? Да? Вообще сложно сказать, сколько дадут финансовой помощи, вот когда так подаешь. Есть два типа стипендий: merit-based и need-based. Merit-based стипендия – это стипендия дается студенту за его заслуги. То есть оценки, что он там делал в школе, после школы и так далее, то есть достижения. Ну и, собственно, да, то есть оценки и достижения. И need-based – это уже смотрит на заработок семьи, ты представляешь документы, НДФЛ, родителей и так далее, всех членов семьи, которые живут с тобой вместе, и, собственно, свои тоже заработки, и, исходя из этого, высчитывают как бы материальную помощь. Вот поэтому сложно сказать на 100%, сколько дадут стипендию. Это всегда такая вот неожиданность. Иногда приятная, иногда неприятная. Работа на кампусе. Студенты, иностранные студенты, могут работать только на кампусе. То есть мы можем занимать только те позиции, которые предлагает университет. Их довольно-таки много, но студентов, желающих занять эти позиции, гораздо больше, поэтому они довольно-таки competitive. Работать можно до 20 часов в неделю за 10 баксов в час. То есть без налогов можно получать до $800 в месяц, что очень неплохо. Налог съедает 10%. Я работаю на кампусе, работаю все 20 часов в неделю, зачастую. Но мне на самом деле повезло, потому что та должность, которую я занимаю, я работаю в event department. Мы помогаем организовывать разные мероприятия для университета. В моем департаменте мне могут дать 20 часов в неделю. Другие департаменты обычно нанимают больше студентов, дают каждому там по 5-10 часов в неделю. И последняя часть – это поступление непосредственно. Еще раз напоминаю, это программа бакалавриата. И обычно для таких программ университеты требуют сдачи экзаменов SAT или ACT. Мой университет этого не требует, и моя программа этого также не требует. ACT не нужны. Нужны баллы TOEFL, но, опять же, TOEFL нужен для того, чтобы просто подтвердить уровень владения английским языком, который, собственно, должен быть высоким. Поступление. Из-за того, что у меня программа немного, она такая странноватая, нужно подавать два заявления. Одно заявление подается в университет, там, по-моему, 2 мотивационных письма, рекомендации, все финансовые документы. Ну, в общем, весь этот пакет стандартных документов идет в университет, и отдельный пакет документов идет именно на мою программу. И то есть, когда поступаешь, тебя должны взять и в университет, и в программу. Тебя могут взять и в университет, но если тебя не берут в программу, ты там можешь на какие-то другие подать специальности. Там помимо многочисленных эссе я снимала какое-то видео, дальше было несколько интервью. Я, честно, уже не помню, но подача именно на эту программу занимает время. И, собственно, я подавала в ноябре, мне сказали, что меня взяли в декабре, и в январе мне прислали финансовую помощь, информацию о финансовой помощи. Собственно, до получения информации о финансовой помощи я даже никак эмоционально не реагировала, потому что, да, тебя могут взять, но если тебе денег не дадут, то без смысла, ты все равно туда не поедешь. Вот, поэтому, когда уже получила я финансовую помощь, я уже тогда все такая, ура, все, я еду. Я попыталась кратенько рассказать. Понятное дело, на каждую из этих тем можно еще говорить. Если что-то конкретно интересует, задавайте внизу вопросы, и я все вам расскажу. Или Ника вам расскажет, или мы обе вам расскажем.